Наблюдая за комментариями защитников парка Львов Тайган и Олега Зубкова, я пыталась найти хотя бы несколько конструктивных ответов, но увидела только оскорбления в мой адрес и моих зрителей, а также стандартные и заученные фразы из их методички. Сразу отвечу на самые основные их пункты. А ты сама спасла хоть одно животное, чтобы делать замечания? Вот Алексагина спасла Люсю, Стёпку, Маньку и многих других животных. В чем заключается спасение? За животными наблюдает ветеринар Вася, в обмен на то, что его пиарит величайшая блогер всея YouTube. Я очень сомневаюсь, что адекватные люди после этого обратятся к такому ветеринару. Зато Алексагина тут же открывает каналы в интернете и начинает монетизировать свой контент на больных животных и слабоумных подписчиках. Никакой полезной информации ее ролики не несут. Большую часть времени животные проводят в клетках, и только для съемок нового монетизируемого ролика они достаются из клетки. Ты завидуешь Алексагиной? После такого утверждения потрудитесь мне объяснить, чему я должна завидовать. Алексагина вынуждена жить на территории зоофермы, таскаться с телефоном за Зубковым в любое время дня и ночи. Спать вместе с ним в машинах. Никакой личной жизни, нет времени и ума ухаживать за собой. Она запустила свою внешность, располнела, лицо заплыло, абсолютная безвкусица в одежде, неприятный грубый голос, картавая речь. Алексагина абсолютно безграмотная во всех отношениях, бессвязные предложения. Она ничего не знает о животных, не отличает самцов от самок, не знает особенностей содержания и кормления разных видов животных. Она не может ни на минуту пожить сама для себя, уехать отдохнуть туда, куда ей хочется вместе со своим мужем, семьей. Ты завидуешь Зубкову. Хотелось бы посмотреть на человека, который бы завидовал 1000 судебных заседаний, постоянным проверкам, штрафам и предписаниям. У Зубкова в окружении лицемеры, враги и те, кто на нем только наживаются, мило улыбаясь в лицо. Его сын убил целую семью. Жена живет в другом городе, у них нет общего дома, где бы они собирались с семьей за ужином. Никакие деньги не заменят того, чего и так нет у Зубкова. Расскажи, кто тебе платит за эти ролики? Тайганофилам не понять, что помимо фанатичной любви к Зубкову и его парку Тайган, существуют люди, способные мыслить и анализировать, люди, которые разбираются в животных и условиях их содержания. И если у людей существует мнение, отличное от их, то значит, за это обязательно кто-то должен платить. Я сама себе плачу, сама выделяю себе свободное время для создания этих роликов. Я уверена, что среди стада тайганофилов найдутся адекватные люди, которые посмотрят на Зубкова и его парки с другой стороны, что они немножко углубятся в реальность, а не в ту лживую картинку, которую им показывает Алексагина. Ты засланный казачок. От кого и зачем, можете рассказать? Может, с помощью роликов я смогу Зубкова посадить в тюрьму или забрать у него парк? Может быть, все его деньги после моих роликов перечислятся мне. Я так же, как и все нормальные люди, высказываю свое личное мнение, также переживаю за животных. И моя цель защитить животных, придавая огласке действия олигарха Зубкова, который наживается на продаже шкур и дериватов. А культурно-зрелищные мероприятия в зоопарках ему нужны, чтобы поддерживать деятельность зоофермы, оплачивать коммунальные услуги, налог на землю и платить зарплату. Просто задайтесь вопросом, почему частные зоопарки в России не выживают? И, конечно, для вас размножение диких животных, убийство на шкуры и их продажа, будет оправданием Зубкова, потому что вы подсажены на обезьяну Люсю, а на сотни других животных вам наплевать. Потому что вы их не видите и не думаете о них. Нам нравится, мы смотрим, а если вам не нравится, то и не смотрите. Алгоритмы YouTube устроены таким образом, что он предлагает в рекомендациях похожий контент. Хочешь, не хочешь, но выпадают ролики, которые приходится смотреть. Ведь нормальный человек всегда чем-то интересуется и узнает новое. Поэтому я вам тоже могу сказать про свои ролики: не нравится, не смотрите. Но вы не просто смотрите, вы еще их комментируете.
Было бы прекрасно, если бы еще научились думать и вникать в смысл роликов. Хотя понимаю, что после деградирующего контента с бегающими обезьянами в клетке, сложно снова начать думать. Ваши комментарии не удаляются, я даю возможность высказаться всем, только комментарии теганофилов не отличаются конструктивностью, нет никаких фактов и опровержений, кроме заученных фраз из методички. А вот на каналах Алексагиной в бан улетает каждый, кто выскажет даже сомнение или задаст неудобный вопрос. Алексагина всегда умалчивает о проблемах и конфликтах на своих каналах, показывая только лучшие стороны, поэтому слабоумным фанатикам не понять, что от них скрывается горькая правда парка Львов Тайган и семейства Зубкова.